Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Поездка по Китаю стала очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этом путешествии его попутчиками стали Михаил Иванов из Алматы, Майнур Клементьева с острова Сахалин и Иван Абаскалов из Сургута. Китай. Путь чая. Куньминь известен в Китае как город вечной весны. Здесь всегда солнечно и тепло, но не жарко. В центре города широкие магистрали и высотные дома. Шум, гам, суета. Но стоит свернуть немного в сторону от центральных улиц, как сразу же попадаешь в один из уютных городских парков. Именно здесь местные жители и проводят большую часть свободного времени. Кто танцует, кто поет, кто тихо любуется цветущими лотосами. Дорога идет на юг, мимо рисовых полей и деревень. Погода выдалась пасмурная, дождливая. Дожди размывают дорожное полотно. Частенько сходят сели, образуются заторы. Движение останавливается. Вот такая у нас ситуация. Сейчас будем рубить топором, прорубать себе путь. Никому и в голову не приходит звонить в аварийные службы и вызывать специалистов. Водители и пассажиры сами берутся за работу, засучив рукава. Действуют немного бестолково, но дружно и с большим энтузиазмом. Да машин вообще не мешает, вот там мешает. Иван, не глупи. Потом все придется убирать. Цзяншуй – один из старейших городов южной части провинции Юньнань. Город, история которого насчитывает свыше 12 веков, включен в список исторических и культурных центров общенационального значения. Цзяншуй основали не китайцы, а представители народности Юй. Они назвали его Хуйли. Для русского уха название звучит не совсем прилично, но в переводе означает всего лишь «широкое море». Цзяншуй – это то же самое, только по-китайски. Старый город когда-то был окружен стеной. От нее сохранились лишь отдельные фрагменты и несколько ворот. Самые большие из них – восточные ворота Чаоянглоу. Сейчас они служат символической границей между историческим центром и новостроем. Большая часть из сохранившихся до наших дней зданий построена в XIV-XVII веках. Местный конфуцианский храм Вэньмяо был основан еще раньше, где-то в XIII-XIV веках. В то время он был крупнейшим конфуцианским храмом Китая. За прошедшие с тех пор 700 лет построили только один конфуцианский храм, который превзошел его своими размерами – храм на родине Конфуция в Цюйфу. Конфуцианский храм в Цзяншуе – это не одно здание, а огромный храмовый комплекс. Здесь есть кумирни, учебные классы, павильоны и беседки. Их все можно увидеть, если неспешно прогуляться по огороженной высоким кирпичным забором территории из одного дворика во второй, а затем в третий. Дорожка сама выведет на берег заросшего лотосами пруда. Территория храмового комплекса заполнена людьми, но пришли они сюда отнюдь не для того, чтобы приносить жертвоприношения или молиться. Они ведут себя как в выходной день в городском парке. В Китай активно проникает западный фастфуд. Картофельные чипсы начинают постепенно вытеснять рис. Но китайская кухня пока сопротивляется. Домой в пакете туда Так сколько в результате? 7 рублей местных. Довольно неплохо для полноценного завтрака с обедом.
На очередном спальном автобусе Валерий, Майнур и Иван отправляются дальше на юг, в Шимао. Я надеюсь, что мы находимся в Шимао, хотя очевидных доказательств этому нет. Но приехали мы сюда в районе 4 часов утра, еще в полной темноте. Оказалось, Шимао проехали еще ночью. Водитель по какой-то ведомой только ему причине будить не стал, а довез путешественников до конечной остановки в Цзиньхун. Муянг Хокхам Чианг Рунг, или Королевство Лю, было государством одного из тайских народов, народа Лю. Столицей этого королевства был город Чиангхунг. Он и есть нынешний город Цзиньхун, столица Сычуаньбаньно-Дайского автономного округа Китая. В этом районе Китая этнические китайцы никогда не составляли большинства населения. Даже сейчас, после усиленной ассимиляции по данным официальной переписи населения, здесь проживают дайцы, хани, и, лаху, дзино, яо, мяо, бай, хуэйцы, ва, джуны и другие нацменьшинства. В этой местности, лежащей примерно на широте тропика Рака, есть и плодородная земля, и влажный тропический климат, и чистые реки, и прохладный горный воздух, и непроходимые вечно зеленые леса. Здесь круглый год очень тепло и очень влажно. Идеальные условия для выращивания чая. Да, трекинг у нас начался. Идем пока по тропе мимо чайных плантаций. Нашим гидом по сельским районам вблизи лаосской границы будет Айнипа, один из представителей народа Дай. Эти деревья, мы называем их муджанцзы, специально высаживают на чайных плантациях. Они дают необходимую кустам тень, а листья чая приобретают тонкий приятный аромат. Муджанцы. В процессе поисков лекарственных растений люди случайно наткнулись на чайные деревья. Попробовали пожевать чайные листья и сразу ощутили лечебный эффект. Когда листья стали заливать кипятком, их действие на организм стало еще сильнее. Поначалу к чаю относились как к лекарству. В древнем трактате Шэнь Лун Бэн Пшу, или изначальная книга Божественного дракона, написано: «Чай по вкусу горький. Когда человек его пьет, то лучше мыслит. Спать ему хочется меньше, тело приобретает легкость и зрение проясняется». Типичное описание какой-нибудь лечебной микстуры, не более того. Чай, собранный из чайных деревьев, более натуральный и более полезный, чем чай с чайных кустов. Но сейчас только 20% чая собирают с деревьев, а 80% – это выращенный на чайных плантациях чай. В нашей местности делают преимущественно пуэр. Но из этих же листочков можно сделать любой чай – белый, зеленый или черный. Разница в процессе обработки, а не в исходном сырье. Чайные кусты встречаются на каждом шагу. На всех маломальски подходящих для выращивания чая участках земли. Большая часть плантаций не крупные, а маленькие. Они принадлежат отдельным семьям. Листья сушат прямо на дворах. Здесь на них и пыль летит, и собачья шерсть. Накрывают чай только сверху, от дождя. Стоит ли удивляться, что в начале чайной церемонии заварку обязательно ополаскивают крутым кипятком? Когда посмотришь, в каких условиях делают элитные сорта китайского чая, хочется его перед употреблением не просто ополоснуть, а тщательно вымыть с мылом. В деревне Джан-Ланой живут представители народа Дай. Сложную паутину дорог, лошадиных троп и узких тропок, проходящих по сильно пересеченной горной местности в западной части провинций Сычуань и Юньнуань, а также по Тибету, называют «древний чайно-лошадиный путь». Одна из ветвей этого длинного и сложного пути начиналась в деревне Джан-Ланой. Здесь еще живы люди, которые в молодости сопровождали караваны лошадей с чаем в Тибет. Мы в гостях у одного из таких ветеранов. Он живет в традиционном доме, рассчитанном на огромную дружную семью. Дом двухэтажный, на сваях. Спят на полу. Вспомнить детство называется.
с одеялами, матрасы. Еду готовят на открытом огне, как на костре. Еда простая. Лапша уже не самодельная, а из магазина. А вот овощи по-прежнему свои, с огорода. Семья всю жизнь занимается производством чая, но сами они его не пьют. Слишком дорого. Да что там чай? Только несколько лет назад жители этой деревни забыли, что такое настоящий голод, и стали досыта есть. Процедура изготовления качественного чая делится на несколько стадий и требует специальных навыков, знаний, физических усилий и терпения. Чайные листья жарят на сковороде как семечки, постоянно помешивая, чтобы они примерно одинаковое время прикасались к горячей поверхности. В процессе обжаривания листья должны свернуться, но сохранить свою целостность, не крошиться. Для этого нужно выбрать оптимальную температуру и время обжаривания. Недожаренные листья быстро портятся, а чай получается с травянистым запахом. Пережаренные листья при заваривании придают чаю горький вкус и горелый запах. Для удобства перевозки пуэр прессовали в брикеты, похожие на толстые блины, весом по 357 грамм. Их складывали по 10 штук в бумажные пакеты. На каждую лошадь грузили примерно по 40 таких пакетов. Вот это новый чай. Можете посмотреть и понюхать. Отличное качество. Но на бумажной упаковке нет никакой надписи. Ее ставят уже на чайной фабрике. В районе Сушуанбаньна начинали свой путь загруженные чаем караваны, отправляющиеся на северо-запад, в Лхасу. Последуем и мы их путем. Но уже не верхом, а на более современных видах транспорта. Да, будет чай, какая-то, конечно, больше не чай, а какая-то смесь из фруктов и чаеподобных компонентов. А так в целом нормально, жажду не доляет. Караваны лошадей и мулов проходили путь от Цзяншуя до Дали за месяц. Сейчас этот отрезок чайно-лошадиного пути автобус преодолевает всего за один день. Дали большую часть своей истории входил в состав государства Наньчжао. В IX веке границы государства Наньчжао постоянно расширялись. В его состав вошла часть нынешней китайской провинции Сычуань, северная часть Бирмы и Вьетнама. Однако уже в следующем веке государство стало постепенно слабеть. В 1252 году его захватили монголы под руководством хана Хубилая. Старый Дали по внешнему виду типичный китайский средневековый город с крепостной стеной, храмами, каменными зданиями, парками и фонтанами. Но влияние Тибета уже чувствуется. В ресторанах появились блюда тибетской кухни и оригинальный тибетский чай. Молоко, масло, вода. Ну и заварка. Все? Все должно быть, да? Пить можно. Самая главная местная достопримечательность находится примерно в километре от городских стен.
3 пагоды стоят на ровном удалении друг от друга и образуют равносторонний треугольник. Квадратная 16-этажная пагода Цяньсюнь имеет высоту около 70 метров и входит в число самых высоких буддийских пагод Китая. 2 остальные пагоды значительно меньше по размерам. Монастырь Чуншэн был главным королевским монастырем королевства Дали. Он был основан еще до строительства первой пагоды, но оказался не таким прочным и вскоре сгорел. Он лежал в руинах вплоть до начала 21 века. Восстановили его специально для туристов. Денег, видно, не пожалели. И павильоны построили. И пруды с цветными карпами. И статуи. Среди них есть и очень оригинальные. К северу от Дали чайно-лошадиный путь идет через городок Цзянчуань, в древности знаменитый своими базарами, в Лидзян, находящийся у подножья снежных пиков гор Юлон-Хуэшань. Жизнь Лидзяна и нравы местных жителей подробно описаны в автобиографической повести «Забытое царство» русского путешественника Петра Гулларта. Он жил здесь с 1942 по 1949 годы. По его свидетельству, в результате войны караванная торговля между Лхасой и Лидзяном переживала небывалый взлет. Это были последние дни древнего чайно-лошадиного пути. В 1950 году китайская народно-освободительная армия вступила в Тибет. Китайцы стали активно строить дороги. Старый чайно-лошадиный путь не мог с ними конкурировать и вскоре стал лишь достоянием истории. Лидзян, потерявший свое значение как крупный торговый город на чайно-лошадином пути, стал постепенно превращаться в туристическую достопримечательность. Дома в старом центре не только не разрушают, но и тщательно реставрируют. Новое строительство запрещено. Город находится под охраной ЮНЕСКО. На этот раз мы пробуем какой-то шашлык из перепелиных яиц. Судя по всему, довольно выглядит аппетитно. Сейчас скажу, как на вкус. Супер! Тут все вкусно. Только свежее. Это самое главное. Сытно, вкусно и, надеюсь, полезно. Лидзян переполнен водой. Здесь и река с огромными водяными колесами, и каналы, и арыки, и многочисленные источники. Хочешь — купайся, хочешь — стирай, а с питьевой водой проблемы. Как и везде в Китае, воду из крана пить нельзя, поэтому и здесь сохранилась древняя профессия водоноса. Запах, ничего себе, более-менее пряностями пахнет. Супер, как анчоусы, уже только жареные. Съедобно и вкусно, и сытно. Идем дальше. Сейчас будем пробовать мясо яка. Неизвестно, почему-то упаковано как конфета. Сейчас пробуем на вкус. Действительно мясо со вкусом сладости, соли и чего-то еще. Довольно неплохо. Есть можно. Чуть севернее старого города находится парк Черного дракона. Здесь и пруд Черного дракона, и дворец Черного дракона, и храм источника Черного дракона. Все про дракона, нет только его самого. А скорее всего, никогда и не было. Мы пересекаем Янцзы и двигаемся на север в сторону Тибета. Окружающие пейзажи становятся все более тибетскими. Город Шангри-Ла находится уже в Тибете, но не на территории Тибетского автономного района, в который иностранцев пускают только при наличии специального разрешения. В 2001 году город Чжондиань, известный также как Цзялтан, официально переименовали в Шангри-Ла. Так назвали некое мистическое место типа Шамбалы в романе Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». Место, описываемое в фантастическом романе, было исключительным плодом фантазии увлеченного мистикой романиста. Но китайские власти пришли к выводу, что в нем речь идет именно о городке Чжондиань.
Специально для туристов построили отели и рестораны, отремонтировали древние тибетские храмы и монастыри. На вершине холма Черепахи установили крупнейшее в мире молитвенное колесо. Крутить его тяжело, но и результат наверняка будет существенный. Какой именно, выяснится, правда, только в следующей жизни. Караваны с чаем уходили отсюда дальше на северо-запад, в сторону Лхасы. Но мы не сможем пойти по их пути. Впереди граница Тибетского автономного района. Туда иностранцев без специального разрешения не пускают. Ну как? Китайская кухня? Да, китайская кухня. Сейчас мы будем пробовать местный доширак. Все-таки приобщиться к местной культуре, пожить как нормальный среднестатистический китаец, то есть без всяких выпендрежей, попробовать нормальный китайский доширак. Вот, можете сравнить с этим, то есть почувствовать разницу. Но мы от принципа не уйдем, доширак обязательно попробуем. Как так? Побывать в Китае, не попробовать доширак. Гора Эмэйшань – одна из 4 самых священных Храм Цзиньдинцы, или Храм Золотой Вершины, находится на высоте 3077 метров над уровнем моря. Во времена культурной революции его разрушили, как пережиток темного религиозного прошлого. В начале 21 века восстановили, опять же, как символ. Символ нового времени. Времени возрождения не столько религии, сколько бизнеса. Сейчас гора Эмэйшань – это не только священное место. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей. Вход, конечно, платный. Чэнду – столица провинции Сычуань. Крупный экономический центр Китая и в то же время один из древнейших городов страны. Именно здесь чай стал не медицинским препаратом, а популярным напитком. Огромный вклад в популяризацию чая внесли буддистские монахи. Есть даже легенда, что само появление чая – заслуга первого патриарха китайского чань-буддизма. Бодхидхарма перед смертью завещал своим последователям употреблять чай как средство, способствующее душевной бодрости и религиозным подвигам. Именно в буддистских монастырях и появились первые посадки чая, которые можно назвать уже не кустарными делянками, а прообразом настоящих чайных плантаций. В Китае многие сорта чая названы по имени гор, на которых его собирают. И вряд ли можно считать простым совпадением, что все знаменитые сорта китайского чая собирают в тех же самых горах, на которых расположены и знаменитые буддистские монастыри. От монахов увлечение чаем перешло и к простым людям. Здесь любое дело привыкли делать сообща. Поэтому сразу же, как только чай стал проникать в широкие народные массы, появились и первые чайные.
Во времена культурной революции все чайные в Чэнду были закрыты, но в последние годы они возрождаются. Вся китайская жизнь и культура неразрывно связаны с чаем. В рамках одного, даже самого длинного путешествия к ним можно лишь чуть-чуть прикоснуться, пройти маленький отрезок по пути чая. Это мы и сделали, проехав за 2 месяца по южным провинциям Китая от Шанхая до Чэнду. Поездка по Китаю завершается, а проект «Мир без виз» продолжается. Впереди новые путешествия по безвизовым для россиян странам.